Привет-привет, с вами Алена, а у меня сегодня одна из тех клиенток, которая всегда что-нибудь поломанное приносит. Ну, вот такие люди, которые говорят, мне везет как утопленнице просто. И вот один из вариантов ее травмы. Честно признаюсь, это видео из архивов, я чистила телефон и вспомнила, что именно и этот раз я не опубликовала. То есть это было где-то, наверное, с год назад, поэтому точные обстоятельства я не вспомню, но маникюр был уже выполнен, и девчонки мне ее отдали, потому что один ноготь просто болтался на соплях. И здесь я, монтируя и пересматривая это видео, могу сказать, как все-таки по-другому я стала работать сейчас, и это хорошо, что мы все развиваемся, и мы все растем, и, на мой взгляд, все-таки тут есть некоторые ошибки. Ну, давайте посмотрим, что же я решила сделать при оторванном ногте. Ну, естественно, первое, что мы делаем, это мы снимаем цветное покрытие для того, чтобы понимать и видеть, насколько там все это глубоко и далеко, точнее, как сильно отошел у нас ноготь от ложа. Но могу сказать, что изначально все-таки сейчас я бы уже сняла намного больше. Тут осталось немножко базы, и это затрудняет срез. Ну и даже говорить ничего не буду про кусачки, которые нужно вообще там ритуально сжечь потом где-нибудь в костре, потому что то, чем я работаю сейчас, намного круче, чем вот это вот грустное зрелище. Ну, не будем, об этом печальном. Вот я уже срезала часть ногтя, и по видео заметно, как тяжело мне это дается, опять-таки, ввиду толщины самого ногтя и остатков на нем материала, и ввиду инструмента, который, на самом деле, тогда мне казался вполне себе приличным, а сейчас я понимаю, как же я вообще работала с ним. Вот. И, естественно, что в такой ситуации сейчас я бы уже взяла не просто твердосплав, а я бы взяла какой-нибудь шарик или какую-нибудь тоненькую фрезу и сделала бы бороздочку и станшила бы ноготь вот максимально близко к кутикуле, потому что там пустота на полную. А здесь я пытаюсь это сделать, кстати говоря, алмазной фрезой. Вот именно эту манипуляцию, которую выполняю сейчас твердосплавными или керамическими тоненькими фрезками. То есть высверливаешь вот такую борозду, чтобы потом легче было делать надрезы. Тут мы видим сбоку небольшое воспаление, может быть, там даже был гной какое-то время назад. Но, кстати, забегая вперед, хочу сказать, что этот ноготь точно отрос с клиенткой, все хорошо, все с ней нормально. Мы просто смотрим, как происходило у меня в то время зачистка и насколько это долго и мучительно. То есть все видео 5,5 минут. Но это в монтаже, чтобы вы понимали, и заняло это у меня тогда, по-моему, не соврать бы, минут 40, наверное. То есть один ноготь, просто вот его подзачистить, привести в порядок. И то я, посмотрев это еще раз и еще раз, могу сказать, что я не доделала свою работу, не закончила ее. Потому что, смотрите, здесь я уже беру на кожницы, это кусачки по работе с кожей, и я вижу, что они... может быть, ввиду заточки или качества материала, они как-то вот не так цепляют. То есть я не убираю все, что я хотела бы убрать. И работа будет выглядеть незаконченной. Но, тем не менее, даже при таком раскладе нам удалось все это спасти. И срасти тоже ногти, у нас все получилось. Но что хочу сказать, все с чего-то начинали, все когда-то учились, и все делали ошибки. А вот сейчас видно было, насколько неплавный ход у кусачек, как они залипают. Слава богу, у меня такого нет. И вы тоже все учитесь и обязательно научитесь. И будет такое, за что вам, может быть, даже будет когда-нибудь стыдно. Здесь мы можем наблюдать, что ноготок, он уже не в составе пальца, и он на самом деле очень сильно болтыхается. Вот видите, насколько тупенько идут кусачечки, прям аж смотреть, честно говоря, больно. То есть обычно прижимаешь и срезают они сразу. Здесь так не получается. Но я не сдаюсь, я продолжаю станшать ноготь для того, чтобы его было легче срезать. На самом деле он отошел от ложа полностью целиком, и по-хорошему было бы его оттуда, как бы это так сказать, вытащить. Звучит, конечно, ужасно, но на самом деле опытные мастера именно так и делают. Или если вы придете в травмпункт, к хирургу, он вам тоже обколет и просто достанет этот ноготь, и дальше будет расти новый. Но если вы не уверены, так же, как и я на этом видео, и точно не знаете, что нужно делать, если вам страшновато, я советую все-таки срезать вот так не до конца, только ту часть, в которой вы уверены, которую у вас получается убрать,
убрать и дальше сделать перевязку, отпустить клиента и просто наблюдать его, там просить фотоотчеты скидывать и так далее. И как только будет техническая возможность, уже это все дорезать потом чуть позже. Мы так и поступили в этой ситуации, но, к сожалению, уже видео не снимали, потому что, самая большая проблема была в первый раз, когда он прям вот так вот вываливался. Дальше просто по кусочку, по чуть-чуть надо срезать и все. И вот дальше здесь моя ошибка заключается в том, что я только промыла, но не прошлась фрезой по серединке ложа, вот там, где желтая часть, потому что там уже осталась сухая кожица, которую нужно было бы тоже убрать вместе с грязью. Но, тем не менее, я же говорю, все сросло и все восстановилось. Ну, а в то время я отпускала клиента вот так вот. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.